Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. События ближайшего будущего. Таро расклад на неделю с 22 по 28 июля. Давайте узнаем, что для вашего знака зодиака нам подскажут карты. Каковы энергии этой недели по основным сферам жизни. Ну и первый вопрос, первая карта в нашем традиционном раскладе будет называться «Что важно знать». Что для вас наиболее предпочтительней? Что-то у нас тут перевернулось. А вот что для вас предпочтительней? Есть какой-то либо выбор, если мы говорим, что нужно принять какое-то решение. Вполне вероятно. Посмотрите, два короля. И это может означать выбор как по вашей работе. Или какое-то есть конкретное дело, которое нужно оформить в инстанциях у чиновников. Может быть, у кого-то отправиться к врачам и узнать о себе что-то более конкретно, пройти обследование. Или стоматология, мои дорогие. Король мечей может сразу о многих событиях говорить или о многих направлениях, скажем так. Ведь это и люди в форме по этой карте проходят, это и чиновники проходят, повторяюсь, это люди, работающие с металлом, а у кого-то дома может быть ремонт или улучшаете, делаете более комфортным свое жилье или вопросы переезда. И тогда у кого-то еще и может совпасть, допустим, адвокаты, юристы, нотариусы, что-то мы оформляем, как это сделать лучше. И выбор сел король жезлов подумать сначала перед тем, как что-то осуществить. Обратите внимание, в этой колоде карт имеют значение цвета. Белые перья вокруг челмы, чистота помыслов и быть честным с самим собой. Вот есть какое-то дело, задача, в котором вам нужно либо разобраться, либо как-то правильно продолжить. Но карта счастья, десятка кубков, какие-то позитивные энергии, может быть, удерживать ваши позиции или что-то по улучшению своей жизни осуществить, мои дорогие, может быть, личной жизни. Конечно, жизнь не бывает полностью предсказуема. Поэтому если мы допускаем альтернативные варианты, нам тогда нас сложнее застать врасплох. Вот у вас переворачивается еще и карта алхимика, мага. У вас все получится. Просчитать что-то стоит. Ну и надо сказать для вас, ретроградный Сатурн в рыбах. Вас он просто приглашает, ваша планета-управитель, особо к вам, мои дорогие козероги, добра, милосердно, до конца почти года, до 15 ноября. Потому что Сатурн знает, что его подопечные или пашут как пчелки, или очень настойчивы. Жизнь не всегда далеко выслана лепестками роз, скорее наоборот. Для Козерога это работа, это настойчивость, это, где-то терпение, безусловно. Если есть поговорка «терпение и труд все перетрут», наверное, это про вас где-то. Но у вас все получится. Найдете вы любые способы взаимодействия, как организовать свою жизнь, решить какой-то вопрос или для самого себя, самой себя сделать что-то очень хорошо. Это специалист, по сути дела, маг. Тот, который волшебник. Нет для него каких-то преград. Он найдет всегда выход из любого создавшегося положения. Я хочу пригласить вас всех зайти на мой сайт. Я оставлю ссылку в описании под видео. Прочитать гороскоп до конца 2024 года. Так и называется. События до конца 2024 года для всех знаков зодиака. Сверьте с небесным расписанием, с гороскопом ваши приоритеты или то, что вы хотите осуществить, намереваетесь. Мы же идем дальше. Что важно знать на неделю для вашего знака зодиака? Не загоняйте себя, правда? В эту неделю нужно и во все остальные последующие до 15 ноября, повторюсь, уделите внимание самим себе, отдыху и порадуйте себя. Неожиданности. Чему сейчас не время? Что может помешать? Что же вам будет помогать? Что скрыто? Дело, работы, бизнес. Смотрим энергетику. Энергия денег, финансы на эту неделю. Личная жизнь. Как видят карты? Что же важно? Вдохновение, хорошее настроение, приятное общение. Может быть и знакомство. Но это не знакомство ради знакомства. Все же здесь возвышенное,
отнюдь не земное. Хотя про земное тоже напоминает нам рыба, которая выглядывает из кубка. То есть к благоприятному или благополучному разрешению будут финансовые вопросы. Но на первом плане ценности, но не цена все же стоит на этой неделе, если мы говорим, что важно знать. И все то, что я еще сказала до карт, ретроградность вашего Сатурна, планету управителя в рыбах, как раз вас приглашает быть милосердней к самому себе. Позволить себе отдыхать, не переусердствовать, куда-то не спешить, чем-то вдохновиться или попросту организовать себе какой-то возвышенно восхитительный отдых, мои дорогие козероги. Неожиданности. Но не время собой рисковать, потому что, увы, по этой карте проходит такое значение, как опасность, хотя в этой колоде вовсе нет. В этой колоде прообраз башни – это тюрьма. И от попадания молнии рушатся стены тюрьмы. Того, что нас ограничивало, того, что нам мешало. Где-то мы могли этого не замечать. Впряглись в какую-то тележку, тянули этот воз и забыли думать, что а надо ли нам этим заниматься. Здесь вот есть какая-то трансформация по этой карте для вас. И, мои дорогие, для вас ведь вот новые перспективы открываются, даже если вокруг какая-то турбулентность или какие-то неожиданные новости, события, то для вас это вот как прообраз башни, как рушится какая-то тюрьма. Оковы какие-то падают, ограничения, то, что вы прежде не могли осуществить. И, может быть, мои дорогие, правда, еще раз повторяюсь, ретроградный Сатурн в рыбах. Он наиболее добрый именно к вашему знаку зодиака. К остальным знакам, ну, все же не в такой степени. Да, там есть много позитивных моментов для остальных, но сейчас мы говорим именно о вас, что у вас за этот период может произойти какая-то, ну, внутренняя трансформация, когда вы поставите под сомнение те приоритеты, которыми жили прежде. Именно потому, что не имеет значения. И на протяжении этого периода вы можете наблюдать, мои дорогие козероги, когда кому-то, может быть, вокруг вас очень тяжело. Не для всех этот период будет благоприятен так, как для вас. И вы можете столкнуться с какими-то чужими переживаниями. Или, ну вот возьмем, к примеру, даже эта карта по работе. Для какого-то человека могла быть сложная ситуация, и он вынужден оставляет работу. И, кстати, эту должность могут предложить вам. То, что, к чему я веду, то, что для кого-то будет минус, а для вас может быть плюс. Или все равно какая-то ситуация вас может подводить к чему-то добро-хорошему. И это может выглядеть совершенно как-то некрасиво или как-то не очень укладываться в понимание, что правильно, или может не укладываться в понимание стройности какой-то системы или порядка, все же башня. Здесь могут быть изменения как неожиданность. Например, смена руководителя на работе или смена какого-то порядка, как графика работы, или какой-то организации. Вам придется реорганизовывать свою собственную жизнь в условиях каких-то новых событий или в условиях нового какого-то регламента. Вот это тоже может проиграться. Будьте внимательны. Но для вас не случайно принцесса Кубков говорит: расслабься, как будто. Да, ты должен контролировать, но это не значит, что ты должен много работать. Вам как раз говорят об отдыхе. Что-то происходит вокруг вас, но вы, козероги, вы немножко сами по себе. Вам важно, я бы сказала так, чтобы вас кто-то не втянул вот в эту турбулентность или в те события, которые происходят с кем-то. Вот вам туда не нужно. У вас своя какая-то стезя. Чему сейчас не время? Проявлять свою силу. У вас действительно сильная позиция, и кто-то может прочувствовать ваши какие-то приоритеты и попросить о помощи. А карта мага, карта вам уже переворачивалась. Обратите внимание, карты живут своей жизнью. Но она не говорит, ведь она у вас выпадает теперь именно в позиции, чему сейчас не время. Не время
конечно, где-то манипулировать, пытаться что-то подстроить под себя, потому что что-то будет меняться и дальше, и мы не можем просчитать. Но и не время оказывать кому-то поддержку, помощь. Подумать, да, но использовать свою силу этому сейчас не время. Что же вам помогает? По принцессе Пентаклей, когда мы медленно и верно идем вперед, когда мы очень внимательны к тому, что происходит. Обратите внимание, руки заняты у принцессы в этой колоде карт. В одной руке она несет денежку, пентакль, а в другой пучок колосьев. Вот этот пучок говорит о чем? О нашем опыте. И она подняла выше, чем пентакль. Вот ваш этот опыт – это где-то то, на что вы можете опереться. Это то, что вы можете создать, опираясь на прежние знания или на умения, какие-то свои навыки. Но это нужно использовать во благо самому себе или самой себе. И как это взаимодействовать в новых условиях, еще нужно очень хорошо. Первое, пронаблюдать, какая обстановка складывается вокруг вас, потому что по принцессе Пентакли мы очень внимательны к деталям и мелочам. А в последующем это будет вот это самое денежка. Быть рачительным хозяином. И очень, повторюсь, быть, знаете, как концентрация внимания. Быть цепким к тому, что происходит вокруг вас. Вот это будет вам помогать. Не торопиться. Что скрыто? Получение денег. Вам кто-то может прийти на помощь. По этой карте мы кумулируем деньги. Мы их никуда не транжирим, хотя это не про вас, мои дорогие козероги. По этой карте вот как раз, когда, может быть, кто-то отдает долг. Может быть. Хотя для кого-то это будет и известие, что долг вам не вернут. Вот здесь по-разному. Но если вам нужна какая-то сумма денег, чтобы перекрыть, может быть, какой-то платеж совершить, то есть тот человек, который вам придет на помощь. По этой карте может быть также за вашу проделанную работу, как какой-то гонорар или, может быть, сделка была. Вы можете получить, пусть с задержкой, но тоже все равно деньги. Деньги к вам приходят, но это те деньги, или которые заработаны, или это чья-то помощь, потому что человек вам хочет помочь, потому что вы такие замечательные, потому что вы тоже кому-то когда-то помогали. И пространство Вселенной, пусть руками других людей, вам предоставляет эту помощь. Но это будет какой-то финансовый эквивалент. Что скрыто? К вам могут действительно обращаться, одолжить денег. Так вот эта карта, тем более в позиции скрыта. Она говорит, что помни, рука отдающего завтра может стать рукой просящего. И если ты кому-то одолжаешь, тебе могут либо не вернуть, либо вернуть с большим опозданием. Вот продумать эти моменты. У кого-то это могут быть и получение денег, мои дорогие козероги, и в то же время где-то эти деньги вы уже знаете, на что вы потратите. Может быть, это вопросы семьи, или есть какие-то моменты, которые вам тоже нужно вот закрыть, платежи какие-то необходимые совершить. Тогда денег хватит на все, но считать придется. Но не переусердствовать, знаете, все равно вы не должны себя обесточить. Вот это точно. К денежным вопросам нужно быть внимательным. Дела, работа, бизнес. Еще одна 6. И 6 в любой колоде Таро – это всегда победа. Если тут победа у нас по финансам, вы закроете вопросы, или вы получите деньги, или если их нужно какую-то сумму найти, перекрыть, как я сказала, вам тоже ее дадут. Есть как минимум один человек, который вам помогает, готов помочь. По 6 мечей карта заслуженного успеха. Это когда мы идем вперед, но это еще делаем мы первые шаги. И у нас в последующем нас ожидает какой-то фурор, успех. У кого-то это вопросы переезда, поездки. У кого-то это может проиграться, безусловно, с учетом поры такой, когда мы отправляемся в отпуск. Может быть отправка на отдых, но у кого-то с учетом башни может проиграться как вынужденная поездка или вынужденный переезд. Вы к нему будете готовиться. И тогда всегда допускать, что в любой момент могут ситуации меняться, люди нас где-то могут подводить. Это не говорит о том, что мы, ну, знаете, очень напряжены. Нет, все же карта нас приглашает больше расслабиться. Но даже в этом расслабленном каком-то состоянии, когда мы не торопимся,
Может быть, как раз эти энергии помогают нам при внутреннем спокойствии подметить какие-то тонкости из окружающего мира. По шестерке мечей это тоже будет важно. Какой-то ваш успех не за горами. Если вы планируете переезд, он у вас обязательно осуществится. Если не на этой неделе, то потом, позже. Если на этой неделе, то тут тоже может что-то произойти. Просто мы все разные. И у каждого своя какая-то задумка на последующий период. И тот успех, который вы сами пытаетесь осуществить, он обязательно к вам придет. Я бы сказала, практически по любым вопросам, которые касаются ваших дел, оформлений документов, переездов или поездок, или просто какого-то даже отдыха, или, может быть, это творческий проект, или какой-то научный труд. Успех как будто вам обеспечен. Давайте посмотрим, что же на финансы. Пятерка мечей, первая победа. Вы знаете, правда, из-за денег могут быть какие-то споры. У кого-то внутрисемейные. Кто-то считает, что вот надо это купить, допустим, среди ваших домочадцев, а вы видите другую совершенно картину. Вы должны поступить именно так, как вы считаете правильным. У Козерога сейчас преимущество. Но, мои дорогие Козероги, сделать это как-то красиво. Все же пятерка мечей нам предлагает, ведь это тоже победа, пирова победа, правда. То есть это та победа, которая не приносит нам вдохновения. Иными словами, мы можем, как бы правда, на нашей стороне, об этом говорит карта, но мы можем включиться в какой-то конфликт, мы будем кому-то что-то доказывать, в итоге человек обидится или все равно наша точка зрения не будет услышана, мы от этой победы не получим ничего. Поэтому и карта говорит, ты сохраняй собственные принципы, но при этом не увеличивай дистанцию конфликта. Не доказывай никому ничего. Лучше обойди какие-то острые углы, потому что очень часто, когда выпадает эта карта, это как предвестник, что судьба нас с этим человеком. Пусть даже это не ваши домочадцы или кто-то родной, а пусть это где-то по работе или еще какие-то мелкие вопросы. И карта как предвестник, ты с этим человеком еще раз столкнешься. И от того, как ты с ним расстанешься теперь, тебе легче и проще будет говорить на последующий период. Поэтому конфликту нет. Но ваши позиции по финансам вам придется удерживать. Найти какое-то среднее арифметическое. И вот ваша карта, королева Пентаклей, правда, сильная позиция. И это как реализация собственных планов. Это как сделать жилье более комфортным для вас по личной жизни, может быть, осуществить что-то очень доброе, хорошее, как для себя, как для своих любимых. Это может быть и встреча с человеком, который в ваших энергиях. И это я могу тоже предположить, причем в тех условиях, которые меньше всего располагают к каким-то знакомствам. У кого-то так проиграется. Вообще все то, что вы запланировали, оно у вас осуществимо. Я с этого начинала. И королева Пентаклей – это ведь ваша карта. Это ваша энергия. Это та, которая умеет из хаоса создать порядок. И вот какая-то такая неделя, когда вы будете что-то приводить в порядок. Может быть, и собственные мысли. Может быть, с учетом сложившейся обстановки, что-то планировать на потом и пытаться найти какую-то свою траекторию движения. Или просто, мои дорогие, вы будете отдыхать. Чем бы тут Козерог себе не наметил заниматься, для вас будет все во благо. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.